Карлос, вылазь оттуда. Прекращай ерундой заниматься. Твою энергию, да, в нужное русло мы бы уже закончили с постройками. Друзья, всем привет! Алексей, канал Календарь Рыболова. Прибыли с Юрием на лесную избушку. Будем продолжать строительство. На чем мы здесь остановились? Вот этот угол, это была последняя наша кладка. Раствор еще мокрый, даже еще не схватился. Да, тоже влажный. Не сохнет глина, нужно будет вести печь, протапливать хорошенько. Все, Карлос справился, сделал обход своих владений. Да, еще совсем живая глина. Я думаю, что из-за того, что сейчас большая влажность, постоянные дожди, и она не будет абсолютно сохнуть. Мне вот интересно, а когда она полностью высохнет, будет ли она в себя впитывать влагу, когда опять же будет такая влажность воздуха большая. Хотя мы это можем проверить. Вот угол, который уже давно был положен. Глина здесь полностью высохла. И влагу она в себя не впитывала. Хотя вот уголок мокрый все-таки. Но он мокрый из-за того, что крыша у нас здесь пока не доработана. Планируется сюда, в эту сторону, навесик, чтобы там сделать дровник. Поэтому сюда. И, в общем-то, неплохо держит эта глина. Достаточно плотная, здесь не раскисла, если учитывать, что неделю сюда капал дождь. Пока еще не высохло, можно подрихтовать трещины, которые появились. Ну да. Ну что ты, осмотрел все? Да, сделали с Карлосом обход владений. Ну что ты думаешь? Предлагаю, чтобы как-то ускорить сушку нашего раствора. Надо заняться, наверное, полностью, все силы бросить на эту стену и попытаться за этот поход, за этот проезд наш сделать эту стену. Ну и в идеале, конечно, вот те уголочки, которые там остались. Чтобы потом можно было затянуть баннером, там он есть, вот эту степлером прибить. И в следующий раз привезти уже печку, затопить ее там. Возможно, даже притащить кровать, одна там есть, вторую надо будет сделать. И ночевать уже тогда не в палатке, а в помещении, на кроватях. Я согласен, но сделаю одно замечание. Мы же положим чурки на глине. И вот так вот, она может сама по себе куда-то уйти. Мы не можем так ее до самого верха заложить на глине. Она вся поплывет. В том плане, что сильно большой объем. Конечно, сильно большая высота. Это уже начала ржаветь. И заржавая. Так, ладно. Так, ну что, как мы тут будем работать? Слабоватая вот эта сетка, она рвется сама по себе. Ну да. Я думаю, что повыкручиваем прямо уже вот эти вот шайбочки наши. Давай. Импровизированные. Ну и, наверное, еще дополнительно добавить. Может, прямо вот так вот. Не знаю я. Так, ну слышишь, мне кажется, что я тут сижу, придерживать толку от меня маловато будет. Мне кажется, ты справишься. Ну Я давай. пойду за глиной, наверное. Давай за глиной тогда.
И это только кастрюльки. На складе посмотреть можно. Ну все, вроде водичка дальше не уходит. Остановилась на одном уровне. Ты решил сплошным слоем пластинами прикрутить? Она вырывается, видишь. Да. Жарковато стало. Оделись мы сегодня уже по-зимнему, поэтому не замерзнем. Мало же ж этих. Видишь, он набил с той стороны. Следы чьи-то такие совсем не маленькие. Я таких еще не встречал. Я даже не могу предположить, что это за животное. О, натянуто как струнка. Надолго ли, только непонятно. Ракушка еще есть, не всю еще просеяли. Да вон там еще чуть-чуть есть ракушка. С камнями уже в основном, да? Ну да, уже слабенько. Та и глина, я смотрю, да? Ну, глина еще нормальная. Раньше попадалась в основном черная, ну, коричневая. Коричневая. Ну, я считал, что это вроде как, ну, глина обычный, цвет хорошая. Потом понял, что белая все-таки лучше, она такая хорошо крепкая. И сейчас стараюсь белую, она вот вся твердая, ее не отколупаешь. Вот. А коричневая, наоборот, сейчас больше появилась. Немного дождики прошли, оно помягче стало. Ну да. Ты уже здесь? Да. Давай. Торжественная передача лопаты. Да. Она у нас одна такой удобной формы. Да. Как там она называется? Ты же специалист? Нет, это другие лопаты. У нас таких Ага, лопат не было в шахте. У нас, да, породная угольная лопата, но это не важно. Так, нашел свои рукавицы или перчатки, вернее говоря. Главное, что интересно. Поначалу очень многие говорили о том, что нужно траву оставлять,
листву оставлять, чтобы хорошо связывало. Как мы только сделали сито, сразу эти разговоры пропали. Уже и траву не надо оставлять, ничего. Перешли на окна. Окна теперь у нас. Зачем нам столько окон? Лёш, ты можешь сказать зрителям, вот зачем нам столько окон? Ну, наверное, в первую очередь, чтобы не чувствовать себя как в подземелье. Вот. Немножечко насиделись в землянке с одним маленьким окошком. Всегда не хватало света, причем приходилось включать лампочки, а из-за этого, соответственно, не хватало электрического аккумулятора. Аккумуляторов, да. Теперь с этим намного проще будет. Но теперь будет недостаток тепла. Я понимаю, что, конечно, окна будут Ну, уходить через окна да, будет конечно, очень много, самым большим. теплопотери будут большие. Но Но с другой стороны, мы живем. Мы будем здесь не жить, а периодически приезжать на Естественно. рыбалки и на отдых. И это все-таки лес. С дровами здесь проблем нет. да, очень многие пишут, говорят, что где вы, это вы представляете, сколько нужно леса, чтобы заготовить, сколько заготовить нужно дров и все. Вот смотрите, куда ни посмотри, вот они валяются. Туда ни посмотри, там валяется. В обратную сторону посмотри, там валяется. Была бы только пила, пили, рубай, топи. И, как сказал уже Алексей, друзья, мы же не будем здесь жить год, всю зиму. За зиму здесь мы будем всего лишь несколько раз. То есть, например, там, ну, пришли когда-то там, или Алексей пришел, или, может быть, я пришел. Мы переночевали, пришли днем, с утра. С утра мы протопили и прогрели домик. Все. Ночь переночевали или 2 ночи переночевали. Вторая ночь уже будет теплая. Тем более мы уже говорили в своем видео, и Алексей, по-моему, говорил, что мы планируем вот эти окна деревянные, которые у нас есть, мы их будем устанавливать двойные. Мы их скрутим. Между ними будет герметически установлено уплотнение, которое установится заводское уплотнение на двери. Поэтому ну, не так уж большое и количество тепла будет уходить через эти окна. Я думаю, что мы не замерзнем. Ну так же. Я даже не сомневаюсь. Вот. Потому что, ну, Мы мы же не на Северном полюсе. Конечно, но у нас морозы, вот смотрите, я вам скажу пример обыкновенный. Бывает неделю максимум минус 20. Это все, что бывает единожды за всю зиму. Это если оно бывает, а то бывает, что и нет такого мороза. А то, вот смотрите, мы сейчас здесь находимся, сейчас у нас 2-3 градуса тепла. Мы ночуем без печки, вообще без ничего. И ничего мы не мерзнем, вдвоем в палатке. А там мы будем в закрытом помещении топить печь. Естественно, там не будет круглую ночь 22-23 градуса. Хотя можно сделать и такое, чтобы было. Можно поставить и сделать паровое отопление. Поставить печь паровую, вода есть. Это элементарно. Но опять же с ней бывают заморочки, когда ты, если куда-то уезжаешь, надо сливать воду. А проблем никаких нет. Вот я, например, у себя в гараже делал паровой, сам сварил котел паровой, и у меня, пожалуйста, затапливаю через 5 минут Ташкент. Так там в гараже в 2 раза больше дырок, чем здесь в домике будет. Там под крышу тянет, там ворота вот такие щели вытягивает. Я думаю, что ничего страшного. Карлос, поди сюда. Леща увидел. Иди сюда. Полные колодцы, но это потому что был дождь. Карлсончик. Ну почти, наверное, еще одну баклажечку и будет то, что нужно. Или парочку еще.
знаете? Я сам не знаю. Влажно, конечно, сегодня в лесу. Тяжело будет огонь развести. Это какое, Леш, уже ведро? Третье. Третье ведро, да? Да, надо как-то ускоряться, хоть бы нам успеть выработать все это. Да успеем выработать, лишь бы она успела размокнуть. Песок пока высыпать не буду, а точнее в нашем случае ракушку, чтобы глина успела немного раскиснуть. Юра продолжает просеивать, ну а я пойду резать пенечки, чурочки. Еще ли она сырая? Юра, а чурки-то нам пилить уже и не с чего. Там осталось 5 бревен, которые под навесом. Неохота его сейчас разбирать, столько вещей. Мы их сейчас сюда и не уместим. Я думаю, их на последние оставить, а то и на дрова. Я там недалеко заготавливал штук 5 бревен. Пойду посмотрю, что с ними. Так, 33 у нас, да, Леш? Да. Алексей пойдет, там где-то он говорил, что когда-то то ли он, то ли мы оставили бревна. Алексей готовил, наверное. Да, Леш, ты там подтягивал их, да? Да, я куда-то по дороге шел, приметил и с пилой напилил. Тут недалеко, метров 200. Вот, он пойдет посмотрит, где они там найдет их. Потом мы вместе, иди гуляй. Сходим, заберем. Ну, а я покуда он сходит, туда найдет их, попилю. Здесь на месте землянки все никак не наведу порядок. Казалось бы, бревен еще вокруг валяется много, но в основном это уже некачественные. Это мягкие породы. Они быстро гниют. И для избушки я их не буду использовать. Это все пойдет на дрова. Но дрова уже буду резать позже. Сейчас главное закончить стены и установить печку, чтобы раствор просыхал. Карлос, лучше бы ты грибы искал, чем мышей. Да, вот он, клинок. Довольно твердая порода. Твердая и тяжелая. Сейчас вспомнил. Было много комментариев. Алексей, возьми с собой, привези тачку. Друзья, ну вы шутите, какая тачка? Тут по лесу идешь, хоть бы пешком ноги не сломать. Холмы, склоны, корни, деревья, которые надо перетаскивать. Сам еле перелазишь. Куда еще с тачкой? То же самое и саночки. Будешь дрова возить. Саночки есть, но дрова на них возить в несколько раз дольше, чем без саночек. И вот такие вот дела. Вот несколько бревен еще есть твердых пород, но они пока здесь
для навеса над складом. Притянул я бревнышко, но Юра его запраковал. Кора очень сложно снимается. Короче, мы времени потратим больше на удаление коры, чем на поиски уже готовых таких бревен без коры. Пойдем сейчас по лесу, прогуляемся, возьмем пилу и поищем другие бревна. Видишь, куда закатилось? Так на ту сторону перекатилось. Наморочились с бревнышком. Далековато и тяжеловато. Но зато сухое, твердое и без коры. Футболка мокрая насквозь. Надо просушить, потому что ночью замерзну. Утром сегодня вставали, лед замерзший был, вода замерзла. Я его не потащу, на веревке. Вот так вот раз. Эй, бля, раз видал, как печка целая. И... Круто. Мастерство. Не, маленькая развалилась сразу. А ты у нас как шахтер, тут говорит, я не ленивый, правильно? Да, Поэтому я думаю, несколько раз хожу. несколько раз ходишь и... Опа! Осталось еще пару бревнышек. Одно из них толстенное, неподъемное. Я его точно целиком не осилю, поэтому начнем с чурок, чтобы у нас хватило аккумуляторов на чурке. А то мы бревен заготовим, а чурок потом нечем будет нарезать. Хотя еще довольно много в запасе электричества. Придержи, оно крутится, я не могу. Я подержу. Видишь, я ее просто держу, она уходит сюда. Вообще в таком случае, если она начинает криво пилить, это или один зуб, одна сторона
тупая. Одна сторона не берет, а другая больше лучше берет, и она начинает уходить в сторону. Или шина. Один край подносился, и она ее косит и косит. Мошкары сегодня появилось. Я не пойму, то ли так потеплело резко, что я снял теплый свитер, футболку, и все равно мне жарко в кофте в одной. И мошкара откуда ни возьмись взялась. Мелкая такая, противная, лезет в глаза, в рот, в нос, везде. Ну что, поменял ли? Да, переверну. Ну сейчас надо будет попробовать так. Я думаю, должно оно. Сейчас нормально. Ты ж сколько мошки. В глаза лезет за рот. Это вообще кошмар. Столько мошкары я еще не видел здесь вообще. Все, и слава богу. Что Не такое? знаю, закончилось что-то. Я не знаю, Рановато по ты идее. где я заряжал, я не пойму. Или забыл заряжать. Да нет, все заряжены. Все? Ну, это родные, они как бы слабенькие. Перед этим закончились самые слабые. Сейчас те мои, которые я перебирал, они по идее должны больше поработать. Так вы хоть попиливаете бревна или нет? Друзья, пришло время рассказать об этой цепной пиле. Вы не единожды спрашивали, что за новая пила. Это самая дешевая из дешевых китайских пил. Это No Name, не знаю, кто ее производитель. Попалась реклама в соцсетях, позвонил, цена приятная. Ну, думаю, почему бы не попробовать очередной раз купить электроинструмент как бы ради коробочек с аккумуляторами. В общем, расскажу без прикрас все как есть. Вы видели, сколько я пользовался, сколько нарезал бревнышек, чурочек. Кроме как здесь, я ее больше и не использовал. В общем, вот они аккумуляторы. Написано 54 вольта, на самом деле 18, конечно же. 8 ампер часов. На самом деле элементы стоят по 1,2 ампер часа, 1200 миллиампер один элемент. Соответственно, в два ряда максимум это 2400. Это максимум, скорее всего меньше. Вот. Вначале пилило неплохо. И как ни странно, вот эти аккумуляторы не сильно отличались. Ну как, отличались, но не в 2 раза. Мои аккумуляторы, которые я перебрал, они в 2 раза больше по емкости. В них где-то 5 ампер часов. А в этих 2, короче, я уже говорил, 2 с чем-то. Получается, не в 2 раза больше, короче, она пилила на моих аккумуляторах. Не понимаю, почему так происходит, хотя мои я проверял, они однозначно 5 ампер часов. Вот, что касается аккумуляторов. Моторчик довольно мощный. Приличные бревнышки попадаются, дубовые, крепкие, и довольно тяжело ее остановить. Мощный моторчик. Тут без нареканий. Что дальше? Ну вот шина, видимо, некачественная. Цепь вроде зубья еще
острые, но рез уже неровный, заваливается и уже где-то ну, перекашивает. Короче говоря, что-то, наверное, с шиной. Я вообще не специалист по цепным пилам. Вот сколько я совсем недавно их ну, использовал. Поэтому опыта очень мало и всех нюансов я не знаю. В общем, если вы что-то понимаете в этом, почему она начинает косой рез делать, вы примерно видели, сколько я нарезал. Не так уж и много, по большому счету. Я думаю, что это проблема с пилой, может быть, с цепью. Что еще может быть, по большому счету? Сама пила, мотор крутит, аккумуляторы работают. В общем, вот так. Я не считаю эту покупку, что я деньги на ветер выкинул. Если купить качественную шину и хорошую цепь, я думаю, она будет продолжать нормально работать. За такие небольшие деньги это имеет место быть. Еще есть вопросик, может быть, стоит шину купить немного короче, может, ей тогда легче будет, не знаю. Кто знает, отвечайте, пожалуйста, подсказывайте. Леш, ну что, ты рассказал за свою пилу? Да, рассказал, как и есть примерно. Ну а вообще, как тебе эта пила самому-то, как вот ты думаешь? Ну, я уже сказал, ну, я ее, наверное, никому бы не рекомендовал, но мне, как по безденежью, вполне она пошла. Вот это вот за что я и хотел сказать, да, действительно. Если бы, честно сказать, вот так вот купи себе пилу, ну там для дров, для работы, если честно, ну и было бы там, будем говорить, лишняя 1000 завалялась. Я бы такую бы пилу бы себе не взял, я бы лучше взял себе пилу немножко дороже. Чем мне она не нравится, я хочу сказать, слабенькая у нее скорость. Ну, скорость, да. Скорость маловато. слабоватая. Вот. Поэтому, ну, такие вот, как говорится, ювелирные, ну, нельзя сделать. Она бьет, скорость маленькая, она начинает бить, и плохо ей работать, неудобно. Конечно, если была бы скорость хотя бы метров 15, то да. А так что, ну, тут, я не знаю, тут есть 10 или, хотя они написали здесь 11, да? Угу. Есть она здесь или нет, я сомневаюсь, конечно. Ну, их сейчас наштопали столько, мне кажется, что куда ни плюнь, одни пилы, и все китайские. Раствор все никак не домешаем. Еще нужно пару ведер ракушки. Сейчас я немного попросеиваю. Здесь у реки хоть ветерок, мошкара так не достает. В лесу вообще кошмар, никуда от нее не спрячешься. Это 4-е ведро, да? Сколько еще? Ну да, маловато. Надо еще пару, наверное. Да, 3 ведра еще. Ну, 3 6, думаешь? 1. Не, ну как, одно, еще 2. Выше-то и не влазит. Ну, будет полноценный замес. Только темно уже скоро будет. Ну да. Там еще где-то с полведерочка есть. Нести? Неси, да, все уже.
ты зараза. Карлос, а ну иди лови этого оккупанта. Карлос. Можем сегодня и до темна ложить. А что у тебя сегодня? Ну ты же говоришь, что завтра дождь будет. Как подожди уложить? Кто это тут нагадил? Кто это сделал? Кто это здесь, да? Мышки бегают. Сидела, я только отвернула, ты самая, она где-то вот тут вот между этих засела и не убегает. Так, сегодня я снова за каменщика на мастерке. Сегодня ты за мастера уже. Да, Вчера был учеником, в прошлый раз Мастерком. был учеником мастера, а сейчас я понял. уже мастером. Так, что нам надо? 16, 17 небольшого диаметра, вот это, что я принес только что. 16-17 в первую очередь, и еще две по стандарту по 33. Да, мы про этот угол совсем забыли. Нужно как-то перевязывать его. Максимум, вот пока мы можем только с этим перевязать. Поэтому до этого уровня нужно поднять. Так, что вот так положить. Так. Ну, две. Одну вот так и одну вот так. А потом уже перевязка пойдет. Ну да. А что делать? Нас не поймут. Скажут, вы что там делали? Так, можешь веревочку опустить к этому уровню примерно хотя бы? Сейчас опущу. А ты его чуть-чуть не так, сюда. Чуть-чуть. Вот так. Вот. Вот так вот классно. Ну ты стучи по нему побольше, он сядет хорошо. Не, садится хорошо. То я могу добавить чуть-чуть воды. Конечно, нормально. Тонкую, короче, наоборот поставил. А ну вот сюда вот тонкую ставь. Вот сюда, да. Ставь, забивай. Короче, нужна еще одна толстая тона. Сади ее хорошо. Сейчас. Да. Ходит. Блин, сюда надо какой-то кусочек тоненький тогда в таком случае. И тут не рубай, а то сейчас все смоет волной. Да. И залазу прямо ее туда забивай на раствор. Давайте на раствор еще чуть-чуть. Опа. Все. Забивай ее прям хорошо, сади. Вот тут лопату поставим. О. Дело. Да вот. Уже прям
Сойду сюда. Ну, Засаживаю. Так, что тебе раствора? да. Так, может еще расколешь этих. Действительно, чем тонкие резать, будем такие четвертинки заталкивать. Да, расколотые. Так, какие тебе? Ну вот на 4 части разрубили. Обычную, да? Обычную, любую, какая. Здесь ты его посади хорошо сначала такой. Ну, нормально, нормально. Там она. косая. Край косой? Да. А, ты хочешь, чтобы у тебя тут красивая сторона была, а у меня нет, да? У тебя тоже чуть не. Мне не говорил, ты косой ложишь. Так я ж тебе ровно и резал в том-то дело. У тебя подсобник хороший был. Нифига себе, я ему, смотри, прям как без швов получается. Куда еще? Вот сюда, сюда. Да куда, да. Куда удобно. Вот так вот. Ты туда в торец тоже швырни, раствор, она будет, не будет твердой. Его развернувший немножко, поменьше было. Погрешность. Отлично. Отлично. Да сади его сразу. Так ты все равно там не забьешь так далеко. Сюда надо было. Да, давай, давай, молоти, молоти, хай садись. Вот, нормально. Ложишь? Да. А туда коротенькие надо, да? Сюда, да.
Давай еще лопатку побольше. Лёва, сюда бы лучше. Туда будешь ты доску ложить, она будет мешать тебе, Лёва. А сюда как раз он будет. О, все. Все. 14. Я не знаю. С пилой надо что-то решать. Она уже такие тут фигуры выпиливает высшего пилотажа. Ну, скорее всего, с шиной, наверное. Так что если кто связан с пилами, какая бензиновая или чего, не начинает так вот косить, просто невозможно ей пилить ровно. Она сразу уходит в сторону и все. То ли полотно, то ли заточка села с одной стороны, и она уходит. Если кто-то знает, то просим вас помощи, что быть. Ну, поначалу она пилила ровненько, красиво все было. А сейчас вот начала, поначалу было отлично. А сейчас начало что-то непонятное. Хотя и шину перевернули. Леш, ты переворачивал? Да, перевернул. Вроде одно время и неплохо чуток было. Буквально Ну да, несколько резов. Несколько резов, да, и все. И что-то где-то. Просто. Юр, ну ты большой специалист, я вижу. Так не каждый отрежет. Даже если сильно захочет. Так, растворчик еще есть. Надо что-то делать с пилой. Не знаю я. Ну, я думаю, подскажут люди. Это во многих так бывает. Очень хочется, да, верить, что шиной можно обойтись. Да. Заменой шины. И еще мне интересно, будет ли лучше, если все-таки шину на дюйм там или на пару, ну 16-ю, наверное, да, или какую поставить? 16-ю, скорее всего. Ну да, ну тогда цепь надо менять будет. Да. Цепь другую надо покупать. Ну, Или эту укорачивать. Можно, конечно, ее и укоротить, но я думаю, не стоит. Вдруг понадобится эта шина. Вообще. Приподними чуток, может. Сейчас приподнимем. Ну, так послаблю. Натянуть я ее не могу. Я, если честно, уже смирился. Мне, конечно, изначально хотелось, чтобы была прямо ну, шик, блеск, красота, чтобы было все четенько, каждый кругляшочек был виден, вот это нигде не залазить. То есть, ну, это такой вариант, когда все лето никуда не спеша, по 3 чурочки в день кладешь, тогда можно так сделать. Сейчас я понял, что это будет не... Реально сейчас сделать это. Говорит так. Сейчас нереально это сделать, и будет так, как оно есть. Но даже так мне это вполне нравится. И я уже не исключаю вариант, что это поштукатурится, вообще ничего страшного. Тогда однозначно не будет продуваться. Вот. Можно даже покрасить какой-нибудь звездкой. Все, опять же, в пределах природных материалов. Ну да, конечно, да. Поэтому будет светлее на этой звездке. Может там это, нижнюю часть там побелить, это будет или наоборот. Ну, короче, что-то потом придумаем. Сейчас главное сделать стены, и чтобы это все дело подсохло. И главное, вот смотри, мы первые пилили, они ровненько пилились. Вот первые. Ну, относительно, да. Ровнее И потом намного. только низ и все. И Да. подлаживают. Сейчас. Это, Сюда. мне кажется, после вот того большого дерева, что мы там пару раз зажало, может из-за этого. Сразу сюда замазывать дырки, потом ты останутся у тебя. Под эту сразу замазывай. Убери ее. Убирай. Сначала замазывай сюда. Вот так. Вот. А теперь туда. Вот. И отлично будет. Супер. Как там говорят, с одного удара. Еще от 1,5 удара. Гнилая.
Подожди, вот это, по-моему, который. Хотя нет. Уже начинает сереть. Ну ничего, и раствор уже заканчивается. Ну да, как раз мы сможем на завтра принести, да? Да, растворчик? сейчас пойдем заготавливать на завтра. Завтра обещают дождь целый день. Так Ну, в что принципе, снутри можно будет ложить. Но вот только козырька здесь нету. И многие тоже зрители об этом говорили, что нужен здесь козырек. Да. И эту тему это твердое уже засохшее. хорошо. Сейчас я туда раствор отдам. Еще одну чурку что-то. Ты вот, кстати, говоришь, что экономишь глину, раствор, а я бы наоборот бревна экономил. Их тоже нелегко добывать уже, они уже закончились. Там еще полный лес у нас этих бревен валяется. Куда ни плюнь, спотыкайся, ходишь. А глины типа нет. Нет, глина есть, но ее дольше гораздо делать. Ну вон, смотри, сколько напилили, еще бревна у нас есть. А раствора уже нету. Все. Так, ну что, последний. Хорош. Остальное, не знаю, куда-нибудь туда, наверное, сюда можно. Сюда давай я промою, под штукатурю. Да, тут она совсем не пилит. Цепь прослабла. А? Может цепь подтянуть. Подтянул, хорошо. Ну, хорошо, нехорошо, где-то так. Ну, Ну, да. больше не надо. Нет, ну ровнее не стало. Да. И особо, ну, чуть лучше может быть. Ну, короче, посмотрим. Она была натянута, в общем-то, все равно криво пилила. А ну, лови, там сейчас будет. А Как уже это? пусть лежит. А за что ты туда длинную, что ли? Да, она должна была зайти сюда. Все, раствор закончился. Вот настолько хватило. Вот эта стеночка будет первая под штукатурку. На ней я буду учиться штукатурить. Но это уже будет, я думаю, весной. Уже сереет. Скоро будет темно. Нам нужно успеть засыпать корыто, чтобы на его месте поставить палатку.
второе ведро ты несешь? Второе только. Что, я думаю, по-любому еще одно большое замес. Конечно, конечно. Вот тут свет горит в каморке. А как же, уже тут я все провел электричество как положено. А газ уже есть? Нет, газа нету. Ездил до газовиков. Газовики говорят, скоро должны подъехать, подвести, провести газовую трубу. Я Вот. понял. А, я Так, думал баллон. Нет, трубу будут тянуть таки. Трубу, конечно, по дну моря. Карлос, ты не справляешься со своими обязанностями. Нужно будет Найка сюда привезти. Он быстренько их повыгоняет. А ты только нюхаешь и копаешь. И хвостом телепаешь. Да? И еще ешь, как бегемотик. Так, третий, да? Да, хватит надо. Хватит, да. Что, еще недостаточно воды? Да ну, на всякий случай, думаю, наберу еще 3 буньки. К вечеру так потеплело, и мыши повылетали летучие, и мошкара какая-то была днем, сейчас хоть пропала. Лёш, глина сейчас набирается водичкой, и можно... Немного водички, а то вдруг твой матрас спустит, и мы... Ну, если спустит, мы сейчас накроем за своим песком еще, а потом еще камыш будем ложить. Так, Карлос тебе говорит, что тебе, как специалисту по пионерским кострам, партийное задание развести костер, потому что надо ему сварить. Я ему не брал в этот раз эти банки, потому что что-то он последний раз не доел вот эту свою 3-литровую большую. Осталось. Карлос, отстань. Сейчас буду варить. Вот, взял Щас. ему заморозки. Сейчас отварю мяско. Не понял. Попал же четко вроде. Каши не я, не это самое. Это что такое? Каши надо. Аккуратней, блин, если она еще не потухла, сейчас бы пыхнула. Хорош, хорош, хорош. Ну, Леша, ну испарится, покуда ты это сам. Поближе подойди. Яха-муха, ну это вообще, ну что ты. Да, Не дам. лес сейчас подожжешь весь. Вот смотри, все горит. Ой. В такую погоду может точно не разгореться. Ну что, погода замечательная, тепленько стало. Нужно еще как минимум ведерко, а то и 2. Такая. Подходи.
Огнедышущий дракон. Завтра обещают дождь целый день. Поэтому весь электроинструмент нужно занести, спрятать от влаги. Друзья, полили костер, уже пионерский, и чего мы только сюда не лили, не хотел разгораться. И придумали мы один такой лайфхак с Алексеем. Вот смотрите, как он выглядит. Ну уже мы распалили, вот смотрите, сейчас как разгорится наш костер. Как у кузнецов, Смотрите. механик. О, И бензина не надо. и бензина не надо, да. Ну Как правда он... говорится, голь на выдумке хитра. Да. Вот, поэтому, ну правда он так недолго, но потом он температуру наберет, высушит Сейчас вокруг угли себя. дубовые будут, уже не потухнет до утра. Да, Кстати, будем пенечки подкладывать, чтобы утром потом не мучиться разводить. да. Пусть тлеет потихоньку. Так что кто с лодкой и Вот такая проблема, когда сыро, вот так вот удобно раздуть с помощью лягушки насоса. так, погнали. Хорош. Так, сковородочку помыл. Юра опять будет куховарить. Карлос ожидает свою кастрюлю еды. Очень он любит эти куриные бошки. Я когда выношу им еду, говорю, идите, дам по башке. И даю каждому по башке несколько раз. Ну, вы увидите, полная кастрюля, видите, с горкой. Я думаю, что до утра от нее ничего не останется. Так, А ты будешь молча качать или байки рассказывать? не-не-не, это ты будешь и качать, и байки рассказывать, потому что я сейчас, костер у нас пионерский разгорелся, вот, мы его еле разожгли. А теперь хрен потушим. Ну это хорошо, что мы до утра его не потушим. Вот, я тебе принес насос, вон шланг, качай насос, а я пойду сейчас, Кулинарить? да, а я пойду сейчас буду кулинарить, потому что, ой, надо мясо поджарить, иначе оно пропадет. Как резко потеплело, не? Да, сегодня потеплело. Удивительно. Как было холодно с утра, в шапках, в свитере теплом, в штанах зимних, в которых на рыбалку ходим зимнюю, на лед. Да. А сейчас, блин, я до сих пор в футболку. Причем футболка не высохла до сих пор. Вот такая влажность. Уже, ну сколько она, Да. с обеда висит, ну может чуть больше часов, с 2 точно висит. И Ну, мокрая. Сейчас видишь, над потому что- костерком хотя бы просушу ее. Во-первых, тихо очень. Тихо, да, нету это- ветерка, Ну, нет. поэтому и не холодно. Поэтому и не холодно, поэтому и не жарко, поэтому и не сохнет ничего. Да. Так, ну все, насос я тебе принес, шланг принес. Вот. Может щас- это, Что? воспользуемся советом и будем костры вокруг землянки полить, чтобы она лучше сохла. Мне так рекомендовали. Нет, Пока растопишь такой костер, тем более он направленно не будет давать тепло. Ну, короче, мне кажется, это ерунда. Внутри да, надо ну топить. конечно, внутри надо топить. Внутри надо побыстрее вот этот вот мы сейчас заложим эти вот стены, постараемся. Ну в этот сегодня мы не заложим. Я Да. думаю, на следующий раз мы вот те вот, будем говорить, 3 стены будут заложено.
Вот, мы заложим 3 стены. Эту стену, сюда мы установим дверь, эту стену мы затянуть можно будет баннером. Вот. И все, и потихоньку ее, желательно бы ее затянуть так, чтобы поставить столбы какие-то, чтобы можно было снутри стенку ложить. Чтобы на улицу не выходить, а снутри баннер вот так вот закрыть баннером. Вот как-то сверху донизу затянуть. Вот, и снутри можно будет ложить. Ну, в Да общем, нет, я думаю, что нам надо затянуть его просто так степлером прибить на ночь, чтобы спать было и протопить как бы хорошенько. А днем, ну зачем нам? То есть мы перед сном просто забили степлером, закрылись, переночевали, печь там можем затопить. Ну, просто не хочется его зря. Мы пару раз его забьем, он весь в дырках будет, этот баня. Вот, поэтому, ну, хочется, чтобы сохранить его как-то. Ну, в общем, посмотрим, как будет получаться, так и сделаем. Но дело в том, что очень многие, действительно, большое вам спасибо, друзья, что пишете нам комментарии. Вы не думайте, что мы их не читаем, мы все читаем. На многие просто не успеваем отвечать, потому что комментариев, как вы видите, под видео бывает очень много, больше 400, 300, 400 комментариев. Вы представьте, а некоторые пишут очень большие, их нужно прочитать. Ну, просто-напросто физически не хватает времени ответить или что-то пропустишь. Большое, в общем, огромное вам спасибо за ваши советы и за ваши рекомендации. Да, мы их просто адаптируем под эти условия. Не Да. всегда можно сделать конкретно, как вы написали. Поэтому Очень много было, да, очень много было рекомендаций, то, что сделайте двойные окна. Это мы еще с Алексеем, еще как только мы планировали это, мы сразу планировали, что будут окна у нас вот эти деревянные двойные. Мы сразу планировали их двойными сделать. Вот, поэтому, ну, не сильно много будет уходить тепла, но зато здесь, друзья, будет светло. Вы просто не представляете, наверное, мало кто из вас когда-нибудь жил, ну, больше, например, там недели или где-то был, находился в землянке, где такое маленькое окошко, и там, где постоянно темно. Просто ты выходишь на воздух, и ты себя на свет, и чувствуешь себя прекрасно. То есть туда возвращаться назад не хочется, в эту тьму. Вот. Да, есть большие недостатки в том, что, ну, люди ж не все одинаковые. Один зайдет, может стекло разбить, другой может, домик будет сдалека виден, там нагадить или еще что-то, какую-то гадость сделать. Да, это, конечно, в этом минус. Там она была, землянка, никому не заметна, вот, а здесь она будет на виду. Это большой недостаток. Но зато какой будет вид, утром ты встаешь и в окошко выглядываешь, а в окне водичка, птички, лодки, красота. А если вода, как всегда у нас, помнишь, подходила здесь к самому берегу, так можно будет окно открыть и в окно закидывать удочку. Ну, красота. ладно, давай качать. Да, давай, занимайся, а я пойду готовить. В прошлый раз матрас практически не спустил. Только под утро немного давление упало. Возможно, из-за того, что просто стало холоднее и воздух стал менее плотный. Так, самый момент. Тут 3 кусочка. Еще не раскалилось, по-моему, или раскалилось? Да уже шкафчик. Да, ты сразу прилипает к этому. Ну, потому что не раскалилось. Не раскалилось? Давай подождем. Ты думаешь, что если раскалить не будет приступать? Да. Оно уже раскалилось, уже гореть начинает дымить. То сковородка такая. Опа. Блин, намокло, тяжело. Так, наконец-то мы садимся. Завтракать, как обычно. Завтракать, да. Наконец-то мы садимся завтракать.
Хлебушек я сегодня взял серый. Алексей не кушает совсем, но серый чуть-чуть, я думаю, поест. Это ж не По белый хлеб. праздникам можно. Тем более серый. Бурячок вот рекомендую, очень полезно. Да? Ну, начись. Сейчас попробуем. Да я частенько, но я как сырой его так не сильно ем. Вернее, ну не сырой, а ну, в чистом виде буряк. А вот там в салатах я очень люблю его. Так. А я его и сырой ем тоже вполне вкусный. Но он так тяжелее на желудок, конечно. Так, вот это вот я себе тарелочку беру, да? Это тебе тарелочка. Так. Ну и... Так, Только держи. хотя бы переверни на внутреннюю сторону. На эту? Да, Так, держи. Куда тебе ложить? Сюда? на хлебушек. Спасибо. Вот так вот. Так что тебе давать бурячок? Да дай. Давай я разрежу, или ты себе чистишь. Да надо. Фух. Так, подожди, тут же перчик еще у нас. Так. Кстати, я ж похвастаюсь. Вот смотрите, видите, вот такой вот перчик. Это с моего огорода. Вот он перчик, вот он. Это очень сладкий, вкусный перец. Алексей знает, пробовал его не раз. Да. Толстостенный он такой хороший перчик. А раньше, по-моему, только привозной был. У нас не рос раньше, да, видимо. Ну да, что-то я не знаю. Ну, Или- может, не было сортов. Или сортов, да. А может, погода мягче стала. Может быть, да. Начнем, пожалуй. Да, начнем, пожалуйста, друзья. И вам тоже приятного аппетита. С вечерей вас. Давайте. Ой, спина болит. Ты мясо не режешь, да? Ну, мягко, отлично жуется. И когда целый день физически нагружен, на природе свежим воздухом дышишь, и только вечером что-то ешь, а тем более такое мясо мягкое, что, короче, не хочется не говорить, ничего, хочется есть. Ну да. Сколько там времени еще нужно вариться головам, или головам, или головам, Бошком. бортом. Кстати, расскажу тебе одну историю по поводу бошек. Кормлю ж собак, надо что-то собакам приготовить покушать. Я ж пошел в магазин, спрашиваю, есть курячие головы? Есть курячие головы. Я говорю, ну дайте мне. Сколько? Я говорю, килограмма 3. Она мне 2 пакета достает, они замороженные в пакетах в холодильнике лежат, ну, в морозилке. Вот я достал, домой прихожу, открываю, бог ты мой, а там вот такие вот петушиные бошки. Да, видать, старые. Это вообще, ну, думаю, что, такие гребни здоровенные. Это вообще. Короче говоря, сварил я их, сварил кашу. И что ты думаешь, достаю я эти головы, даю собакам, а собаки их не едят. Вообще. Даю кошкам. Кошки подошли, понюхали, развернулись и ушли. А что ж такого? Просто они подпорченные или именно из-за того, Нет, что они петушиные? не порченные. Они, ну, хорошие, без запаха, без ничего. Они стали есть их, и все. Не знаю, по какой причине. А вот молоденькие курины, вот это вот, как ты вот это вот сейчас варишь, за обе щеки уметают. Я как захожу в магазин, у него сейчас цена вот такого перца заоблачная. Я его наморозил. Срываю только красный такой. И круглый год перец. Достал с морозилки. В этом году я заморозил и перец,
и виноград. Виноград заморозил. Вот так вот бубушки оторвал и вот так вот насыпал. А теперь достаю с морозилки. Он как, знаешь, как мячики такие, как шарики замороженные. Тур-тур-тур, пересыпается такой. А он когда растает, он станет мягкий такой. Ну да, мягкий будет. Но все равно его запах, все останется, он как будет, как обычный виноград. Ну там компот варить, что-то такое с винограда приготовить. Вино сделать. Кстати, и вино можно будет делать с него, да? Они же дрожжи. Ну хотя виноград-то у меня там он десертный такой, крупный, хороший виноград. Да, дрожжи не погибают от мороза. Леша, дров не надо подкинуть? Пока нет. А он будет пить это или не будет? Или выпьет? Скорее всего не будет. А? Скорее всего. Ну это если он очень голодный будет. Это, ну, вообще он не пьет этот бульон. Вот такой навар, который застывает как холодец, он его не пьет. Балованный. Да. Аккуратно только наливай, чтобы все отстоится. Еще чай утренний. Горячий. Ну, парит во всяком случае. Да, термосы эти знатные. Я свой термос уграл. Ну не знаю, связано это или нет. Он был очень, ну, от заварки, грязный как бы. В середине от кофе, скорее всего, От черный. кофе, да, черный от заварки. Вот. И я решил его отмыть. Поискал в интернете способы. И там разные были. Лимонная кислота, еще там что-то. Пробовал разными. По-моему, лимонная кислота особо не помогала. Так, совсем чуть-чуть. Но самый потом последний способ был это этот, то ли типа крот, знаешь, как заливают в это, ну там какая-то Ну, я серьезная понял, да. такая. И ты Химия. залил ее? Да, попробовал. Отмылся, как зеркало стал. Но держать перестал совсем. Я не понимаю, почему он вакуум перестал держать. Ну, что, неужели прожег где-то дырочку или как это Ну, произошло? скорее всего, наверное. Не, я кофе в этом термосе никогда не заваривал, и не завариваю, я его не пью. Вот, но хочу сказать, что чай я когда всегда делаю, даже тут сейчас чай делаю, когда я всегда бросаю туда лимон. И он ну, немножко убивает вот эту вот цветность чая. И поэтому ну, вот я заглядываю частенько, так когда вот вымою термос, посмотрю, он там не черный. Темный цветом, конечно, немножко, но не черный. Я всегда же думал, что тепло держит, температуру держит, зеркало не дает, как бы отражает. И думал, нужно, чтобы, ну, думаю, как так, он черный, а такой кипяток все время. Думаю, потом дурень, чё ж я полез туда, зачем это? Перестал держать, стал блестящий, но не держит. Карл, ты крутишься опять, не наелся? Будешь еще? Дам еще, сейчас остынет немного. Дровишек подбольше подкину, чтобы костер до утра тлел. Ну все, мы поужинали, чаек на утро заварили. Вот набросали пенечков побольше, чтобы
до утра горело, тлело. А оно еще и разгорелось. Дождик уже начал моросить. Мы прячем все, что может намокнуть. Я, если честно, думал, что дождь начнется с утра. Но уже, похоже, погода портится. Только что увидел светящиеся глаза. Судя по размеру, это или лисица, но что-то совсем небольшое. Или может быть какая-то куница. Потом заметил силуэт. Ну, не знаю, насколько можно отличить ночью. Показалось, что что-то темное. Значит, не знаю, лис черных я у нас не видел, только рыжих. Вот. Прошла попить водички и дальше куда-то спряталась. Долго она боялась подойти, глаза издалека. То светятся, то пропадает. Светится, она отворачивается, пропадает. Вот. И потом уже здесь, возле лодки, ее увидел. И прямо фонарик включил, она так не быстро, потихонечку и к воде ушла. Костерок разгорелся. Будет трещать всю ночь, я думаю. Иди сюда, Карлос. Давай. Все, улегся. Давай. Спокойной ночи. Наелся. Давай. Друзья, день идет к завершению. Как по мне, вполне плодотворно сегодня потрудились. Завтра еще есть работа. Она вот прямо под нами уже заготовлена. Кстати, матрас спустил, и нас отделяет от ванны с глиной только небольшой слой камышей. Хорошо бы туда не провалиться. Погодка сегодня порадовала. Утром была холодина. В ведре на улице замерз ледок, были заморозки. А сейчас прямо, ну не знаю, я штаны теплые не одевал. Юра тоже смотрю. Ну, тепло, я не знаю, сколько сейчас градусов. Так даже пар не идет. Вот. Надеюсь, не замерзнем. Так что спокойной ночи. Увидимся завтра утром.